настоящие потомки половцев. За наследие половецкого народа ведут борьбу казахи, татары, народы Кавказа и более мелкие группы, каждая из которых считает именно себя их потомками. И в то время, как энтузиасты ловко набрасывают на себя этноним Кыпчак или нужный гаплотип, чтобы стать единственным прямым потомком, история половцев уходит на второй план. А ведь именно там находится путь к прямым потомкам народа. Известно, что половцы были яростными врагами монголов, которые воевали с ними столь долго, что ради истребления этого народа монголы организовали целый поход в Европу. Половцы и русские были разбиты на Калки, затем они отступили от монголов во время их вторжения на Руси и откочевали в Венгрию, а оттуда, когда монголы добрались и туда, ушли в Болгарию. В венгерских источниках есть сведения, что именно в 1228 году часть половцев после разгрома их монголами пришли в их земли, приняли католичество, отказавшись не только от своей земли, но и от памяти предков. Покончили с принадлежностью к половецкой общности. Хан Катян и его 40 тысяч воинов присягнули королю Беле и остались в Венгрии, а затем даже попробовали напасть на авангард монгольской орды, но были снова разбиты на голову. При короле Ласло половцы стали военной элитой Венгрии и свои обычаи сделали настолько модными, что венгерская знать отписала гневное письмо папе римскому, чтобы тот вразумил их короля, забывшего свои обычаи в пользу чужаков. Но во время очередного набега монголов половцы вдруг переходят на их сторону и грабят страну на юг, что взрывает общество, и по всей Венгрии идет истребление кыпчаков. Спасаясь от расправы, часть половцев пытается сбежать в Болгарию, где уже есть небольшие очаги их родичей. Когда татары решились напасть на земли кыпчаков и до них, кипчаков, дошло это известие, то они вошли в переписку с Унус-ханом, государем Валашским, насчет того, что они переправятся к нему через море Судакское, Черное, с тем, чтобы он укрыл их от татар. Он дал им согласие и отвел им долину между двумя горами. Но когда они спокойно расположились в этом месте, то он нарушил свое обязательство по отношению к ним, сделал на них набег и избил да забрал в плен многих из них. Аннувайри. Загнанные в угол, половцы стали самой большой группой рабов, которыми торговали монголы. Заполонив невольничьи рынки, половцы оказались в Египте на положении домашних слуг воинов и быстро захватили ключевые посты в стране, став мамлюками, элитной гвардией, которые уже сами правили народами. А вот те, кто остался в землях монголов, получили тяжелую долю. Это и участие в хашаре монголов, и постоянные принудительные расселения по разным углам империи, чтобы половцы вновь не обрели былую силу, и банальное рабство на рудниках и пастбищах. В конце концов в Азии народ растворился, и его потомков найти уже невозможно. А вот в Европе есть несколько групп народов, имеющих прямое отношение к половцам. Люди полоц – это субэтническая группа, проживающая в Северной Венгрии и Словакии. Есть утверждение о том, что они являются потомками тюркских народов, таких как кипчаки, половцы и хазары, которые мигрировали на Балканы. Головные уборы, используемые женщинами, аналогичны головным уборам половецко-кипчакских статуй. Сложная этническая история, смешение разных народов на территории страны, привели к тому, что венгры делятся на разные этнографические и субэтнические группы – полоцы, медья, шаркёзы, чанга, куны, ясы, гайдуки, сёки, мадирабы. Группы полоцы – место основного расселения города Балашадьярмат и Шельгатарьян, и медья – город Мезёкёвешт, славятся искусством вышивки по коже и полотну. Палычи никогда не имели особых прав, жили в отдаленных и глухих местах, поэтому их первое письменное упоминание датируется только 1656 годом, когда нотариус из Надькёрёша записал в своей бухгалтерской книге следующее. «Я купил у палаков 10 пар перламутровых ножей. Их собственное древнее имя – хат, то есть имя всех палаков, живущих в одной общине,
и носящих одну и ту же фамилию, даже если они составляют отдельную семью. Во многих местах семейная жизнь все еще основывается на старом патриархальном порядке. Они буквально живут родами под одной крышей. Когда парень женится, он забирает свою новую невестку в дом своих родителей. В результате этого обычая родители живут с 3 или 4 женатыми сыновьями и их детьми под одной крышей, и управляется этот клан старшим из родичей. Прочие не имеют права отделяться от него, даже если имеют возможность. Рассматриваются несколько версий этногенеза народа: аварская, хазарская и половецкая. При этом все 3 имеют примерно одинаковые аргументы. Явный восточный облик этого народа, обычаи, сходные с кочевыми, и общие топонимы. Так, существует деревня Казар, что похоже на этноним Хазары, а название Полоц — это прямая калька с наименования Половец с тем же значением. Кроме того, очевидное сходство головных уборов делает половецкую версию наиболее вероятной. И по всей вероятности, именно этот народ и происходит от остатков половецкой орды хана Катина, которые сумели выжить в глухих частях Венгрии. Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.